Друзья, привет! IKEA ушла из России, и я считаю, что это просто очень большая трагедия, потому что это тот магазин, который позволял нам за очень маленький бюджет получить качественный, настоящий скандинавский дизайн. То есть не нужно было даже думать, вы просто покупаете предметы, они все между собой сочетаются, и ваш интерьер полностью преображается. Что сейчас? Нам сказали же, конечно, что это все ерунда, вся эта IKEA, заводы остались, мы сами все это сделаем. Совсем недавно прошла новость, что открылся магазин Sweathouse, это белорусская IKEA, белорусский аналог, все то же самое. Вы даже не заметите разницы, приезжайте. Я на эти выходные приехал в Москву по работе и решил заодно заехать и посмотреть. И вот я посмотрел, кстати, у меня есть пакетик из Sweathouse, я пару вещей там все-таки прикупил, но выводы сделаем в конце все-таки. Так, ну здесь всякие мелкие фишки для кухни прикольные, там, не знаю, кофе взбить, чай заварить. Все это, в принципе, нужно, здесь все это есть, но, блин, конечно, ассортимент какой-то ультра короткий, он заканчивается практически сразу. Почему-то очень много хлебниц, просто здесь какой-то отдельный угол с хлебницами. Это, видимо, самое актуальное, что можно придумать вообще. Что нужно людям, это хлебницы. Стоит 2 800. Ну, из бамбука он, кстати, прикольный. Он тяжелый, такой приятный. Подложка прикольная. Стоит недорого. Это если ты начинающий диджей, можно здесь тренироваться, крутить хлеб. Наверное, сосна какая-то, смотрится довольно грустно. Дерево самое такое мягкое, дешевое. Можно придумать. Подносики, смотрится очень, конечно, дешево. Стеклянные баночки, вот здесь вот бирка IKEA, видите, заклеена Sweathouse. Тоже это все, похоже, да распродается просто. В принципе, надо брать, конечно. Силиконовые формочки для льда, термосы, сумки. Здесь еще на самом деле так тесно, очень маленький магазин, все толкаются. Полное прям погружение. Прямо хотите погрузиться, приходите, вас будут здесь толкать еще периодически. Тарелки такого странного цвета, царапаться будут, я думаю, что конкретно, конечно. А вот матовые прикольные, мне нравятся. Будет неплохо смотреться, надо брать. В принципе, именно по дизайну все то, что надо, да, то есть пудровые цвета, это какой-то тепло-белый, тоже приятный на самом деле цвет. Черные есть штуки, которые я ненавижу мыть на самом деле. Вот эти пудровые тарелочки очень прикольные. Я бы, наверное, взял себе вот эта синенькая тоже. Синяя такая зеленая, приятный цвет. С тарелками-то у нас нет проблем в стране, что? Тарелки-то можно найти. На выходе немножко посуды, кстати, прикольные посуды. Чашечки знакомой формы. Я не вижу только граненый стакан. Где граненый стакан? Контейнеры, все это, конечно, нужно. Я думаю, что это можно даже и не здесь купить. Я не уверен, насколько они все экологичные, хотя вот написано IKEA. Я думаю, что пока еще это все нормальное. Названия вот эти странные. Поэтому надо все это докупить, пока все это еще есть. Когда это все распродадут, конечно, будет вот такое. Вот с таким иероглифом. И не знаю, что это будет такое. Светница, чайник, пресс. И я думаю, что все, где написано Sweathouse, это то, что вот остается. Все, где написано IKEA, распродастся, и мы больше никогда это не увидим. Здесь вот подносики. Здесь еще отдельно посуда, очень много разной. Тоже она какая-то хлипкая, не знаю, из чего ее делают. Максимально мрачная. 200 сет, 800 рублей. Мне нравится, что здесь написано на английском. Это вообще очень странно выглядит, конечно. И вот это прикольно, да? Белорусская IKEA. Каталки Made in Serbia. Терки. Короче, все, что можно недорого штамповать. Вы мне скажете, что я очень далек от готовки. Я просто такими вещами не пользуюсь. Есть вот такая штука, например, намазывать крем на торт. Здесь стаканы для ванной. Они пластмассовые. Мыльница. Все на белорусском написано вот здесь. Зеркала, вешалки для полотенец. В принципе, такие приятные мелкие предметы, которые нам нужны. Мне друзья, помню, подарили такой поднос, и у меня с него упал планшет в ванну. Это было прям грустно. Ну да. Нет, все нормально, но вот эта штука, она в ванной на самом деле не очень удобная. Но я на нее компьютер кладу в кровати и работаю за компьютером на ней, так что нормальная штука. Здесь у нас добрососедство ёршиков для ванной,
горшков для детей, насадок на унитаз и тапочков. Тапочки тоже такого странного цвета, на самом деле. Они выглядят максимально токсичными вообще. Вот, зато вот этот мешок для мусора прям кайфовый. Сделан в Бангладеше. В Бангладеше знают толк в тканях. Здесь большой угол с хранением, всякие коробки, пластмассовые, бумажные, тканевые. Вот они по-любому нужны будут. Они должны быть недорогие и стандартных размеров. Здесь вот этого много, наверное, это одна из немногих вещей, которые могут пригодиться. Вот они прикольные. Вы хотите, чтобы у вас не было бардака, это вам прям очень нужно. Очень много вешалок. Вешалки пластмассовые, есть металлические, они тоже пластик. Все это, короче, пластмасса. Замшевых, естественно, нету, моих любимых. Блин, какие-то они, конечно, мега токсичных цветов. Вот эти ничего, кстати, такие еще более-менее, но они, блин, очень хлипкие. Мне кажется, с них будет все падать нахрен. Здесь прикольный светильник. Прямо в такой киевской стилистике. И мне кажется, что это распродажа, потому что он сделан в Литве. Я не думаю, что он еще будет к нам приезжать из Литвы. Надо брать. Немножко рамок для картин. В принципе, стоит 200 рублей. Вот это прикольно, что можно недорого купить рамочку. 900 рублей. Свечки. Все для вашего уюта. Дальше идет отдел для спальни. Это вот всякие покрывала. Они сделаны, я посмотрел, сделано в Казахстане. Поэтому это все надолго, видимо. И здесь еще подушки. Подушки, это, понятно, Аскона. Изначально для Икеи Аскона и делал, ничего не поменялось. Здесь прикольные пледы. Пледы кайфовые. Сделано в Индии. Дизайн и качество Икея. Как это будет работать, я не очень понимаю. Но, кстати, по тканям прям прикольно. Мне нравится. Вот это еще кайфовый. Какой состав? Она прям шерстяная, прикольная. Она стоит 5 рублей. Но это прям шерсть. Здесь подушечки. У меня такие еще дома лежат тут без дела. А нет, я маме их отдал. Вообще вещь хорошая, если у вас какие-то металлические стулья или пластиковые, холодные. Или их можно даже положить на подоконник, сидеть. В принципе, вещь кайфовая. Клетка с игрушками. Кула. Да, здесь уже типа шведхаус, это, видимо, у нас шьют, значит. Да, понятно, это made in China. Здесь микродельфинчик даже. Микродельфинчик прикольный, кстати. Мне нравится. Цвета у них, конечно, грустные, блин, максимально. И есть небольшой зал именно с мебелью. То, на самом деле, что нужно. Все эти мелкие штучки, конечно, прикольно, но нужна же мебель. И мебель, конечно, максимально грустная. Это прям вообще... 6200 вот такой комод стоит. Комод Малем 12 тысяч на дачу. Я думаю, что на дачу можно. На дачу обычно старые вещи увозят. Хотите новые, вот вам подойдет такое. Вот такое у меня реально у родителей на даче стоит. 21 тысяча. В принципе, неплохо. Для 21 тысячи. Такие вот столики и вот такой на них ценник. В принципе... Такое себе. В основном люди ходят с грустными лицами, конечно. У меня такая кровать была, по-моему, на первой квартире. Стоит вообще... Ничего не стоит. Как бы за такие деньги, я думаю, что вряд ли что-то купить. Детский стул и столик. Цены, ну, максимально, конечно, доступные. Вот этот комод тоже я покупал себе. Это было в 2000, по-моему, 12 году, что ли. Или 13-м. Вот у меня был такой комод. Кресло стоит 16 тысяч. Кстати, вот оно реально скандинавское, похоже. Ну, такой грустненький шкафчик. При этом они стоят, на самом деле, недорого. То есть, скорее всего, за эти деньги вы купите какой-то прям вообще мрак. Сейчас все еще очень сильно подорожало. И, наверное, это какой-то выход, хотя бы хоть что-то купить. Просто здесь, конечно, блин, выбор пипец, ни о чем вообще. Блин, ее реально заедает. Это трушная кантри, прям по-настоящему, как будто делали в 800 году. Здесь краска еще так нанесена, не укрывистая, вот она мнется, что очень мягкая порода, я думаю, что это сосна. Если хотите перекрасить или поцарапать
состарить. Вот, пожалуйста, это прям идеальная штука. Такой ценника не вижу, а вот ценник 30 тысяч. 30 тысяч, это ваша красота. Такие детские штучки, в принципе, если вы хотите сделать в своей кафешке комнату для ребенка, вот, пожалуйста, здесь все есть, все, что нужно. Весь набор для кафешки. Эта кровать, кстати, прикольная. Когда на нее положили еще пледик, все это дело. Здесь, конечно, не хватает вот этих шоурумов, как были в Икее, когда все собрано. И я думаю, что их и не будет здесь, конечно, с таким ассортиментом. Такие обувницы я обычно видел в квартирах под сдачу, знаете, ультрадешевых. Вот. В принципе, прикольный механизм. Пожалуйста, можно сдавать квартиру. И ваши, которые снимают у вас квартиру где-то за закадом, за 15 тысяч, они будут очень, очень рады этой тумбочке за 15 тысяч. А зеркало прикольное, я бы взял его, только здесь ценника не видно. Если оно стоит недорого, то это подарок вообще, ребят. Надо брать, конечно. Металлические подносы для анализов. И вот здесь как раз горшок. Вот, пожалуйста. Полный комплект. Матч. А у вас есть пакетики? Да, конечно. На самом деле это вот весь магазин. Вот один вход здесь и выход или вход здесь. То есть буквально это метров 300. Вот в левой части это типа мебель, в правой части это типа всякие безделушки для дома. В общем, какой можно сделать вывод? Выводы очень грустные, печальные. Это похоже на какой-то маленький пробник Икеи, причем реально есть икеевские вещи, которые, видимо, скоро окончательно исчезнут, когда их дораспродадут. И останется, видимо, какая-то вот непонятная продукция в очень маленьком ассортименте. Что-то, наверное, можно заткнуть этим ассортиментом, но для дизайна я считаю, что это вот вообще не выход. Надо ориентироваться все-таки на других отечественных производителей, которые значительно дороже. У меня плохие новости. Я думаю, что доступного дизайна больше у нас не будет никогда. Это грустно. Надо, наверное, что-то с этим делать, но не таким способом, как я сегодня увидел. И я могу сказать, что покупатели тоже ходят все с расстроенными лицами, такие, хотели как лучше, получилось как всегда. Я слышал такие фразы. Кто-то просто вздыхает, кто-то грустит, но лица у людей не счастливые от того, что они видят. Это вот мое первое впечатление от того, что я сегодня увидел. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете о ситуации, как это все можно исправить. Такой вот получился у меня импровизированный влог сегодня, поэтому обязательно поддержите его лайком, комментарии, подписки не забывайте, чтобы оставаться с нами. Переходите в наши соцсети. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.